Спустя год после выброса зона изменилась. Старые безопасные тропы более не имели актуальности, но при этом появились новые маршруты, которые дали возможность пройти к центру зоны. После включения установки Кайманова из ЭГРЛ «Дуга» Монолит смогли возвести плацдарм для защиты центра зоны от сталкеров. Любые попытки пробиться через барьер заканчивались неудачей. После успешного проведения операции по уничтожению сталкерской базы на кордоне и решению проблем нападения на КПП, майору Черепанову было присвоено звание полковника с предложением перейти на дальнейшую службу в ряды СБУ. Бандиты из бригады Старого спустя несколько попыток все же смогли захватить депо, тем самым захватить стратегическую точку для грабежа местных сталкеров и новичков, которые, заплутав по ошибке, приходили на территорию свалки. Местные группы бандитов, узнав, что депо было отбито, решили присоединиться к бригаде Старого, что укрепило его авторитет в зоне. После уничтожения базы нейтралов, новички начали реже выходить за пределы кордона, пока не пришла группа сталкеров, которая начала помогать всем нуждающимся. Она следила за порядком на территории кордона и не допускала того, что произошло год назад при стычке с военными. Помогая новичкам, они делились опытом, который в зоне был бесценен. При очередной вылазке военстала вглубь зоны, группа нашла схрон неких сталкеров Новый и Айви. Проникнув в схрон, были найдены документы из лаборатории с индексом X. Данные были в срочном порядке переданы на Большую Землю. К сожалению, найти данных сталкеров так и не удалось. Ходила молва, что они были замучены в руках местных бандитов. Небезызвестная группа бродяги, члены которой являлись бывшими монолитовцами, узнав, что Монолит наращивает свои силы, решили направиться к центру зоны, чтобы выяснить, кто или что стоит за группировкой Монолит. Ходят слухи, что бродяга общался с лидерами группировки «Долга и Свободы» перед тем, как исчезнуть со своими людьми на севере. Неизвестно, о чем именно они общались, но как только группа ушла, многие сталкеры заметили движение больших отрядов группировок, двигающихся к барьеру. В сложившейся ситуации с Монолитом генерал Воронин перенаправил все силы на северные барьеры для сдерживания угрозы. Данным действием заинтересовались военные, которые по итогу выбили долг со второй базы, находящейся на севере зоны. Ходят слухи, что данные действия были согласованы с СБУ, но прямых доказательств, указывающих на этот факт, нет. В зоне продолжают действовать отряды наемников. Их цели стали известны – поиск документов с грифом X. Их интерес к секретным лабораториям заметно вырос и успел привлечь пристальное внимание СБУ. Тем не менее, все попытки взять членов группировки живыми заканчивались неудачами. Выйти на заказчиков службы безопасности Украины так и не удалось. Вернувшись из глубокого рейда севера зоны, Паштет рассказал сталкерам о подземном путепроводе, который соединяет всю зону. По его словам, он смог пройти выжигатель мозгов и выйти в черте города Припять. По данной информации, многие из ветеранов и мастеров с дикой охотностью хотели купить данную информацию о маршруте, в то же время укрепляя факт того, что Паштет не просто одиночка, а легенда зоны. Продолжительное время ученые не имели оперативно-мобильных отрядов до прихода одной из сталкерской группы. Сталкеры быстро зарекомендовали себя у Сахарова, выполняя тяжелые и опасные задания. Они не раз показывали свой профессионализм, что дало уважение среди всего научного комплекса. Спустя время они заслужили стать членами официально действующей мобильной группы в зоне под названием «Лето». Мутанты в зоне стали намного опаснее. Непонятно, что именно влияет на их агрессию, но многие ходки сталкеров заканчивались провалом. Уцелевшие и выжившие рассказывают о новых, невиданных ранее мутантах, которые пришли с северных частей зоны. Данная новость отталкивала новичков нестись, сломя голову на север зоны. Неожиданно для всех, со стороны выжигателя вышел большой отряд свободы во главе с бывшим лидером Миклухой. Данная новость облетела всю зону стремительно. Многие думали, что бывший лидер свободы сгинул за радаром. Но на удивление, вся его группа выжила. После возвращения на армейские склады, Лукаш передал Миклухе лидерство в группировке, уйдя на место заместителя. На бывший аванпост свободы решил перебраться Сыч, тот самый торговец информацией, который, как и многие другие, не успели отступить с Затона во время атаки Монолита, но выживший не иначе как чудом. Выбрался вместе с отрядом сталкеров и Бородой. Взвесив всю ситуацию, он решил осесть на старой свиноферме и вести дела с неизвестными лицами. Понимая всю ситуацию происходящего в зоне, Министерство обороны Украины при поддержке с миротворческим корпусом КАТА начали активную подготовку к укреплению рубежей обороны, наращивая силы. Также для операции вглубь зоны было сформировано специальное подразделение ESAG. Одиночка Ворон подтвердил слухи сталкера Паштета о существовании путепровода.
Передав информацию своему отряду, он двинулся дальше, чтобы разведать территорию близ мертвого города. Спустя 3 суток он так и не выходит на связь. Напарники Ворона искали его, но, к сожалению, все было тщетно. После того, как майор Дегтярев узнал причину провала операции «Фарватер», военные силы Украины научились составлять карты аномальных полей после выброса. В воздушном пространстве ЧЗО сталкеры начали замечать все больше вертолетов военных. По некоторым данным, вертолеты доставляют на территорию научного бункера новое оборудование для изучения зоны. В зоне все чаще начали находить странные тайники с дорогими вещами. Некоторые коллекционеры или сталкера были готовы предоставить немалую сумму за редкие вещи, которые могли храниться в них. К сожалению, узнать, кому именно принадлежат тайники, так и не удалось. Во время очередного рейда военные поймали сталкера по прозвищу Бетельгейзе, вооруженного экспериментальным образцом вооружения под кодовым названием изделия номер 62. Доставив его на базу, сталкера попытались допросить, но тот, в свою очередь, накинулся на отряд конвоирования, из-за чего получил ранение, несовместимое с жизнью. Оружие было передано представителям СБУ.